13 охотников за пламенем, собранные Элизией. Герой, ставший льдом. Змея, постигшая бесконечность. Пророк, закованный судьбой. Они были последней надеждой человечества. Но почему же они проиграли? Эта история не о героях. Это история о цене, которую они заплатили. О трагедии Кевина, о безумии Мёбиус, о ярости Кальпаса и о той, кто стояла в центре всего – Элизии. Все началось с находки в лесу. В деревне Восток-51 садовник нашел под ясенем спящую девочку без имени и прошлого. Ее отдали в церковный приют. Там, окруженная любовью и заботой, она выросла доброй и открытой, но по-прежнему оставалась безымянной. Она хотела то единственное имя, которое идеально подойдет ей. Однажды ей подарили книгу сказок о герое, который искал рай. Не найдя его, он воскликнул: «Если рай не существует, я создам его сам». Вместе с единомышленниками он построил место, которое назвали Элизиум. В этот момент девочка нашла свое имя. Так началась история Элизии, девушки, чье имя стало синонимом рая, и которая посвятит жизнь тому, чтобы создать его для любимых ею людей. Но мирная жизнь закончилась. В деревню начали наведываться люди из тайной организации. Молча и тщательно они обыскивали жителей, кого-то разыскивая. Эта организация вела войну против Ханкая, силы, стремящейся уничтожить цивилизацию. Ханкай проявлял себя через катастрофы, эпидемии и монстров, но его высшие формы были хершеры – существа, способные повелевать законами мироздания. Визиты не были случайны. Приборы зафиксировали в деревне аномальный всплеск энергии Ханкая, но поиски каждый раз заканчивались ничем. Элизия не понимала, что происходит, но чувствовала. Причина этих визитов – она. Осознание, что ее присутствие может навлечь беду на тех, кого она любит, заставило ее сделать первый тяжелый выбор. Она покинула деревню и отправилась в путешествие. В своих странствиях Элизия столкнулась с добротой незнакомцев, которая ее согревала, и с беспричинной злобой, которая ранила и предавала. Она не понимала, как эти крайности уживаются в людях, но ее всегда завораживали искры света, которые она видела даже в самой глубокой тьме. Не зная того, в своих странствиях она постоянно пересекалась с судьбами тех, кто однажды станет ее семьей. В трущобах она встретила ловкую воровку. За оградой кампуса увидела двух неразлучных друзей. Она слышала слухи о таинственной фокуснице и о лаборатории гения, откуда бесследно пропадали люди. В одной из деревень она стала свидетельницей жестокости. Юношу по неведомой причине привязали к столбу. Элизия не просто скиталась, она искала ответ на вопрос, кто она и есть ли в этом мире место для нее. Как и герои сказки, Элизия искала свой рай и поняла, что идеального места не существует. Тогда она дала себе обещание: если рая нет, я создам его сама. Вскоре Элизия присоединилась к тем, кто сражался за этот мир. Ее путь привел к огненным мотылькам. Она вступила в их ряды в разгар войны, во время второго выброса Ханкая. К тому моменту организация уже была грозной силой, объединившей лучших ученых и солдат, а у ее истоков стояла доктор Мёбиус. Мёбиус была гением, одержимым эволюцией. Ее собственная история – аномалия. Она заговорила в первые мгновения жизни, в момент смерти матери после родов. Взрослея, она наблюдала, как ее отец, некогда блестящий аптекарь, угасал от неизлечимой болезни. Побочный эффект лекарств превратил его в озлобленного и слабого человека, который поднимал руку на собственную дочь. Тогда юная Мёбиус поняла – человеческое тело – это клетка, а болезнь и смерть – ее тюремщики. Она поклялась заставить человечество эволюционировать, вырваться из этой клетки любой ценой. Для нее война с Ханкаем была лишь катализатором, который должен был подтолкнуть людей к следующей ступени развития. Элизия же являлась именно тем талантом, в котором нуждалась организация. Ее боевые показатели были выдающимися, а адаптивность к энергии Ханкая – невероятной. Вскоре после вступления в ряды мотыльков она столкнулась с доктором Мёбиус, прибывшей за телом второго хершера. Мёбиус холодно посоветовала новенькой держаться подальше, но Элизия, верная себе, ответила лишь обезоруживающей улыбкой и любопытством. Эта дерзость застала Мёбиус врасплох. Привыкшая к страху и подобострастию, она впервые встретила того, кто не боялся и проявлял к ней искренний интерес. Их отношения не были дружбой в привычном смысле слова. Это стала интеллектуальная дуэль, игра, в которой хитрая змея и порхающая бабочка постоянно испытывали друг друга на прочность.
Примерно в то же время на исторической сцене появилась Вилви. Не воин и не герой, она была гением, фокусником и занозой для огненных мотыльков. Проводя собственное расследование о Ханкае, Вилви пришла к выводу, что за всеми катастрофами стоят сами мотыльки. И в одиночку объявила им войну. Управляя роем дронов под псевдонимом «Пчеловод», она доставила организации немало хлопот. Чтобы скрыть себя, Вилви постоянно создавала новые образы и личности. Кульминацией этой войны стала попытка Вилви проникнуть в лабораторию самой Мёбиус, но там ее ждала Элизия. Она с детским любопытством наблюдала за дерзкой шпионкой, восхищаясь ее мастерством. После поимки Вилви заключили под стражу. Но для гения побега не существовало тюрем. Каждое заключение она воспринимала лишь как очередную, плохо срежиссированную сцену в собственном спектакле.そう。これでようやく完璧と言える。監禁用の措置のことでしたら、14回も脱獄した者が相手ですから、確かに必要だと思います。正確に言うと15回だけど、それはどうでもいい。ではこちらはあなたが火を追う側に対抗するときに使った武装？まぐれだったけど、確かに私らしいね。私がここに閉じ込められた理由は、私がここを出る条件でもある。そうでしょ？協議に応じてくれるんですね。ではこちらへ。ああ、そろそろ頃合いだ。それが武装だというのなら私が去るのに釈放を求める必要はないでしょ。ビルビー、何を？代わりに火を追う側に対する最高の誠意、そして素敵な共演を差し上げよう。ちょっと、まさか私が今もう一度武力で脱獄するって思ってないよね。そんな、君たちに当てられるのは伏線くらいだよ。本当の序幕は今から始まる。カット。テンポがおかしい。天才にしては何の新鮮味もない。それに構図のバランスが取れてない。ここに立つと観客が目にするものは対象じゃなくなる。そう、これでようやく完璧と言える。監禁用の措置のことでしたら、14回も脱獄した者が相手ですから、確かに必要だと思います。正確に言うと15回だけど、それはどうでもいい。今始めようか。Удержать Вилви в обычной тюрьме было невозможно. Руководство мотыльков приняло радикальное решение – сослать ее на необитаемый остров. Она была слишком гениальна, чтобы ее уничтожить, и слишком опасна, чтобы отпустить. Ее судьба висела на волоске, но за нее поручилась Элизия. Она увидела в Вилви не преступницу, а гения с невероятной силой духа и любовью к свободе. Веря в лучшую сторону даже сложных людей, Элизия добилась для нее финального рассмотрения дела. Мёбиус лично отправилась на остров, чтобы вынести вердикт. Но даже на острове Вилви не сидела без дела. Она создала оружие из подручных материалов и раздала его местным обезьянам, наблюдая, как те уничтожают друг друга. Этот жесткий эксперимент поразил даже Мёбиус. Она поняла, что Вилви в чем-то подобное ей самой, готова переступить любые границы ради познания. Во время допроса Вилви раскрыла свой главный секрет. Она не была ни шпионом, ни аферисткой. Ее гениальность заключалась в уникальной способности. Она могла буквально стать кем угодно, новой личностью, полностью вбирая в себя знания и навыки. Этот талант убедил руководство, и гений Вилви нашел свое применение. Ее назначили главным инженером и архитектором мотыльков.
А первым заданием стало возведение предела, тюрьмы, из которой не смогла бы сбежать даже она сама. Огненные мотыльки скрывали правду о Ханкае, маскируя его проявления под стихийные бедствия, чтобы избежать всемирной паники. Для обычных людей Ханкай был лишь заголовком в новостях о землетрясении или урагане. В это же время в престижной академии Чиба училась троица, чьи судьбы скоро должны были измениться навсегда. Кевин – принц академии, звезда баскетбола. Несмотря на всеобщее восхищение, он был простым и прямолинейным парнем, который жил моментом. Но его сердце уже принадлежало одной девушке. Ею была Мэй. Гениальный ученый-подросток, для которой существовала лишь наука. Она мечтала разгадать тайны Вселенной. Внимание принца поначалу ее раздражало, но искренность Кевина смогла растопить лед ее рациональности. Третьим был Су, друг детства Кевина и его противоположность. Спокойный и мудрый не по годам, он смотрел в будущее, мечтая стать врачом, который сможет исцелить не просто людей, а сам мир. Стремление Мэй к знаниям принесло плоды. Ее пригласили на научную конференцию на континенте Му, где она представила свою статью о квантовой механике. Работа произвела фурор и привлекла внимание огненных мотыльков. Они поняли, что перед ними гений. После выступления с Мэй лично встретилась доктор Мёбиус. Под видом беседы о будущем она задавала провокационные вопросы, проверяя образ мысли девушки. Мёбиус спросила, готова ли Мэй стать врагом человечества, если это приведет мир к светлому будущему. Не колеблясь, Мэй ответила «да». Этот ответ все решил. С того момента мотыльки начали пристально следить за Мэй, ожидая подходящего момента для вербовки. В это время в другом мегаполисе росла Хуа. Ее мир ограничивался отцовским додзё и строгими тренировками, но война уже была рядом. Отец был ранен в бою с порождением Ханкая. Несмотря на это, Хуа готовилась покинуть дом, чтобы поступить в школу в большом городе Цанхай. В Цанхае она столкнулась с одиночеством. Ученики сторонились ее из-за отстраненности и старомодной одежды. Но именно здесь она обрела настоящего друга – девушку, которая спасла от нападения зомби. Подруга открыла ей мир обычной подростковой жизни. Аркадные автоматы, прогулки по городу, болтовня. Впервые Хуа была счастлива, но она не знала, что эти полгода станут последним светлым пятном в ее жизни на многие тысячелетия. Третий Хершер Грома, обрушил на Восточную Азию метеоритный дождь. В хаосе катастрофы Хуа потеряла все – новый дом и своего первого друга. Ее спасли огненные мотыльки под командованием капитана Химико. Столкнувшись с правдой о Ханкае, Хуа не сломалась. Вместо отчаяния она задала своей спасительнице один вопрос – «Что я могу сделать?». В поисках ответа она вступила в ряды организации. Но в тот день война навсегда изменила жизнь не только Хуа. В это же время в сотнях километрах оттуда город Нагазора утопал в огне. Кевин, вооруженный лишь бейсбольной битой, пробивался сквозь хаос, защищая Мэй. В критический момент перед ним появился агент мотыльков. Его миссия – эвакуировать гениальную Мэй, за которой организация следила со времен научной конференции. Для Мэй это был шанс не просто выжить, а использовать свой ум, чтобы изменить мир. Но Кевин отказался отпускать ее одну. Он без колебаний вызвался добровольцем и вступил в ряды мотыльков как солдат. Су в это время находился на другом континенте. Узнав о катастрофе, он верил, что его друзья выжили. Эта вера и мечта стать врачом, который исцелит мир, спустя годы приведут его к дверям той же организации. Вступив в ряды мотыльков, Кевин, Мэй и Хуа быстро нашли свое место. На тренировочном полигоне Кевин с легкостью побил все рекорды, включая рекорды самой Элизии. И это привлекло ее внимание. Шанс для знакомства предоставился на традиционном банкете мотыльков – островке мирной жизни посреди войны. Элизия искала в толпе таинственного рекордсмена и по счастливой случайности нашла его. Так началась их дружба. В тот вечер они еще не знали, что однажды станут двумя лидерами последней надежды человечества. Победа над четвертым Хершером Ветра, стала для Кевина первым вкусом триумфа. Но в этой битве судьба свела его с еще одним будущим охотником за пламенем. В разрушенном городе он обнаружил мальчика по имени Космо. Одержимый юношеским героизмом, тот собирался пожертвовать собой в тщетной попытке остановить стихию. Кевин переградил ему путь. Увидев в глазах Космо не страх, а отчаянную решимость, он отдал ему простой приказ – выжить. В организации узнали о прошлом Космы. Он был линчевателем.
В одиночку выслеживал мародеров и преступников, веря в абсолютную справедливость. Учитывая его юный возраст и нестабильный характер, мотыльки поставили его перед выбором – тюрьма или служба. Космо выбрал второе. Он видел в Кевине идеал героя и пытался во всем подражать ему. Но его наивное деление мира на черное и белое столкнулось с военной реальностью. Однажды Кевин жестко отчитал его. Для мальчика, боготворившего командира, это стало ударом. По слухам, потрясенный Космо плакал в тот день 4 раза. Эту историю не могла пропустить Элизия. Узнав о случившемся, она с громкоговорителем объявила на всю базу о великом достижении Космы. Все дело в том, что Кевин, отчитывая его, сам переживал так, как никогда прежде. С присущей иронией она назвала Косму вторым человеком после доктора Мэй, который сумел произвести на Кевина столь сильное впечатление. Тот неловкий инцидент превратился в забавную легенду. Самооценка мальчика была спасена, а мотыльки получили очередное напоминание, что даже в их суровой реальности есть место человечности. Вместе с Космой к организации присоединилась девушка по имени Дистопия. Она нашла общий язык с молчаливым Космой, и они стали друзьями. Пока огненные мотыльки сражались с внешним врагом, внутри организации назревал раскол. К тому времени доктор Мэй уже стала центральной фигурой в научной войне против Ханкая. Созданный ею супер-ИИ Прометей сделал предсказание. Человечество ждет 14 хершеров, и последний из них, финальный, принесет цивилизации гибель. На основе этого прогноза Мэй начала разработку своих самых радикальных проектов. Одним из них стало создание божественных ключей, оружия, выкованного из ядер поверженных хершеров и композита из наномашин Соулиум. Эти ключи позволяли использовать часть силы врага против него самого. Большинство из них в будущем создаст или усовершенствует Вилви. Методы Мэй вызвали раскол в руководстве. Часть мотыльков решила устранить ее тайно и наняла для этого известную наемницу Сакуру. Покушение произошло ночью у озера, где Мэй была вместе с Кевином. Ему удалось ее защитить, но в схватке он был ранен. Мэй не стала мстить. Она увидела в Сакуре не врага, а редкий талант, и поняла, что внутренние враги не менее опасны, чем Ханкай. Она предложила Сакуре сделку. Мэй избавляет ее от преследования, а взамен Сакура помогает разобраться с заговорщиками. После этого Мэй рассказала ей правду о Ханкае и грядущей катастрофе, предложив присоединиться к мотылькам в обмен на защиту ее младшей сестры Рин. Сакура, понимая, что в одиночку не сможет защитить сестру, согласилась. Ее первой миссией стало пересоздание отряда Кокон через жестокую внутреннюю чистку. Война продолжалась. Неожиданно, 5-й Хершер был повержен кем-то неизвестным еще до прибытия мотыльков. Анализ поля боя показал, Хершер был уничтожен одним ударом. Этот успех вселил в организацию ложную надежду, которая была жестоко разбита появлением 6-го Хершера. Его сила заключалась не только в управлении увяданием и исцелением. 6-й Хершер обладал коварным интеллектом. Отряд Кевина прорвался к нему и был готов нанести решающий удар, но в последний момент враг сделал немыслимое. Он симулировал человеческие эмоции. Словно носитель сосуд Хершера вернул сознание. Кевин, сохранивший веру в людей, на мгновение заколебался. Этого хватило, чтобы Хершер нанес сокрушительный удар, уничтожив весь его отряд. Выжил лишь он один. В одиночку ему удалось закончить бой и уничтожить врага. После битвы Элизия пыталась утешить его, говоря, что никто не мог предвидеть обмана. Но для Кевина это не имело значения. Жизни его товарищей были уплачены за его мгновение слабости. Эта трагедия навсегда выжгла в его душе один непреложный закон – Хершерам нет пощады. Наивный юноша из Академии Чиба умирал. На его месте рождался холодный солдат, чье сердце превращалось в лед. И это было лишь начало его трагедии. Не успел мир оправиться от ужасов 6-го Хершера, как грянула новая, более личная беда. Капитан Химико, наставница Хуа и подруга Кевина, пробудилась как 7-й Хершер – Хершер огня. Это произошло прямо на поле боя. Хуа видела, как пламя поглощает ее товарищей. Химико, уже не владея собой, уничтожила весь отряд. Выжила лишь Хуа. Она осталась одна на выжженной земле, глядя, как ее последняя опора, ее наставница, просто разворачивается и улетает. Для Хуа это был второй рухнувший мир. После гибели семьи именно Химико стала для нее всем. Кевин же потерял подругу, с которой совсем недавно был на балу. Он помнил, как она, смеясь, протянула ему руку.
Доктор Мэй решилась на радикальный шаг – проект «Мантис». Суть проекта была безумна – внедрять в тела солдат гены зверей Ханкая, чтобы дать им силу для борьбы с хершерами. Это была игра со смертью с ничтожными шансами на выживание. Кевин вызвался добровольцем. Не из жажды силы, а из чувства долга и веры в Мэй. Ему имплантировали гены зверя Парвати. Пережив нечеловеческую боль, Кевин не просто выжил, он обрел власть над льдом, став первым в истории солдатом Мантис. С новой силой он повел мотыльков в бой. Встретившись с Химико, он увидел, как та пытается повторить уловку шестого хершера, взывая к его человечности. Но сердце Кевина уже было сковано льдом. Он не колебался. Победа не принесла облегчения. Вместе с силой Кевин получил проклятие. Температура тела упала до минус 30, навсегда лишив его тепла человеческих прикосновений. Хуа потеряла последнюю опору и посвятила себя долгу, пытаясь заглушить боль в тренировках. Кевин стал символом надежды для человечества, но его собственный дух был сломлен. В кошмарах он видел улыбку Химико, превращающуюся в лицо хершера. Он начал избегать товарищей, замкнувшись в ледяной скорлупе горя. Элизия видела его боль. Видя, как друг погружается в ледяное одиночество, она не могла позволить ему нести эту ношу одному. Она приняла решение. Элизия добровольно вызвалась на операцию «Мантис». Мёбиус была заинтригована возможностью изучить уникальный образец, но для Элизии это не было погоней за силой. После мучительной процедуры единственным внешним изменением стали ее заостренные эльфийские уши. Так Элизия стала вторым Мантисом. Лишь для того, чтобы быть рядом с Кевином, разделить его бремя одиночества и не дать его сердцу окончательно превратиться в лед. Вслед за Элизией на операционный стол легла и сама Мёбиус. Но ее мотивы были иными. Побочный эффект от операции даровал ей способность к бесконечному возрождению. Однако этот дар имел чудовищную цену. Каждая смерть и последующее воскрешение отбрасывали ее тело назад во времени, делая его моложе. Бессмертие обернулось регрессией. Не зная, где предел этого обратного отсчета, Мёбиус оказалась в ловушке. Она победила смерть, но проиграла времени. После победы из ядра седьмого хершера создали божественный ключ – правосудие Шамаша. Клинок хранил в себе необузданную мощь пламени, грозя носителю гибелью от испепеляющего жара. Но для Кевина это оружие стало идеальным дополнением. Только его ледяное тело могло сдерживать ярость Шамаша. Так в руках сильнейшего воина оказалось самое разрушительное оружие. Клинок, выкованный из ядра его погибшей подруги, стал вечным напоминанием о цене силы и символом его одинокого пути. Пламя седьмого хершера коснулось и тех, кто был сутью мирной жизни. На небосводе цивилизации сияла Эден, величайшая дива эпохи. Еще до войны Элизия случайно встретила ее на крыше театра. В том ночном разговоре две родственные души нашли друг друга, не зная, что их дружба станет одной из немногих констант в грядущем хаосе. Но этот мир сгорел. Когда огонь седьмого хершера поглотил Австралию, Эден давала концерт в Сиднее. Среди руин ее спасла юная Хуа. Эден выжила, но потеряла все – сцену, аудиторию, свой золотой век. В этот момент отчаяния рядом снова оказалась Элизия. Она поддержала подругу, зная, что за образом дивы скрывается несгибаемая воля. Эден не сломалась. Понимая, что больше не может быть просто певицей в мире, где некому слушать, она вступила в огненные мотыльки. Ее богатства легли в основу многих проектов, а мудрость стала опорой для товарищей. С появлением Эден в рядах мотыльков собралось уже 9 из 13 будущих охотников за пламенем. Параллельно с битвами ученые пытались разгадать главную загадку – откуда явился Ханкай и какова его цель. Ответ пришел с Луны. Экспедиция мотыльков обнаружила на ее поверхности древние руины. Анализ показал, что сооружениям было более 200 тысяч лет, и они принадлежали земной цивилизации. Человечество уже однажды достигало звезд, но исчезло. Предшественники оставили послание – фреску, изображавшую Луну, и балладу со строками, звучавшими как пророчество. Он пал с небес в тот день. Люди на земле подняли взоры и так узрели звездное ночное небо. Эта находка доказывала, что история человечества может быть циклична, а его судьба, вероятно, уже давно предопределена. Поиски привели мотыльков в закатную аллею, в местный приют к женщине по имени Апония.
Организация заподозрила, что она каким-то образом знает их величайшую тайну, ту, что была найдена на Луне. Действовать открыто было нельзя, и будущая вспышка ханка-инфекции в приюте станет идеальным предлогом. Истинная цель – захватить Апонию и на допросах выяснить, откуда ей известны секреты мотыльков. Но они ошибались. Апония не знала их тайн, она была лишь смотрительницей в приюте, окруженная страданием, но сама излучавшая неземное спокойствие. Ее истинная особенность была страшнее любых секретов. Она обладала проклятым даром – видеть судьбу. Перед ней возникали смутные образы грядущего, и она чувствовала на людях ауру их будущего. Чаще всего это будущее было трагичным. Она предчувствовала их уход, но была бессильна что-либо изменить. Это знание лишило ее надежды и превратило в печального пророка. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно длани Господней, парящей над миром? По крайней мере, истина то, что человек не властен даже над своей волей. Апония видела это каждый день. Все, что ей оставалось – дарить умирающим покой, но это было слабым утешением. Апония была не единственной необычной фигурой в приюте. Среди больных жил человек, чье лицо всегда скрывала грубая маска. Его звали Кальпас. Однажды его нашли на окраине закатной аллеи, почти мертвого от обморожения. На вопрос Апонии, не пришел ли он из холодного места, он ответил лишь «Я только что встретил кого-то очень-очень холодного». Больше он ничего не объяснил. Апония приютила его, и он остался, став молчаливым защитником этого места. Он был груб и немногословен, пугая своим видом взрослых. Но дети его обожали. Для них он был не монстром, а мистером Маской, героем, который в одиночку переносил тяжеленные ящики с провизией. Они интуитивно видели за маской не ярость, а скрытую доброту. Под личиной берсерка скрывался человек, который, возможно, впервые обрел нечто похожее на дом. Отношения Кальпаса и Апонии были сложными. Он ненавидел ее попытки контроля, а в ее спокойствии видел лицемерие. Их взаимодействие было постоянным конфликтом. Кальпас порой крушил все вокруг, а Апония терпеливо пыталась его успокоить, извиняясь, что не может унять его боль. Но закатная аллея была домом не только для трагических фигур. В ее тенях жила и третья будущая охотница – Пардофелис, чья философия была проста, как солнечный день. Сирота, чьей семьей стала стая бродячих котов, она являлась непревзойденной воровкой и торговкой. Ее мир – это улица, а цель – выжить, наслаждаясь свободой и солнцем. Она знала и приют Апонии, и грозного мистера Маску, и даже анонимно подбрасывала в санаторий еду. Но всегда держалась в стороне. Пардофелис была кошкой, которая гуляла сама по себе и не собиралась становиться частью чьей-либо истории. По крайней мере, до тех пор, пока удача однажды не приведет ее прямо в руки огненных мотыльков. Хрупкий мир закатной аллеи рухнул со вспышкой ханка-инфекции. Апония, верная своему долгу, начала принимать зараженных детей в свой приют, чтобы дать им уйти в покое. В это же время огненные мотыльки отправили в закатную аллею своего лучшего агента – Сакуру. Ее официальной миссией был поиск перебежчиков из организации. Однако череда случайностей, украденное снаряжение, ложные следы привела ее именно к приюту Апонии, который оказался очагом болезни. Для руководства мотыльков это стало идеальным предлогом. Миссия Сакуры была тайно скорректирована. Ее новой целью стал арест Апонии. Сама Сакура не знала об истинных мотивах начальства, которое в действительности охотилось за женщиной. У Сакуры был свой ритуал. После каждой отнятой человеческой жизни она оставляла цветок-незабудку. Это были ее безмолвные похороны для жертв и для той части ее души, что умирала вместе с ними. С холодной точностью она выполнила приказ о зачистке. Однако человек в маске выжил, даже когда ее клинок пронзил его сердце. Он лишь задал вопрос «Почему?» и бросился в бой. Их поединок завершился ничьей. Даже Сакура, уже будучи мантисом, не смогла одолеть его. Кальпас выстоял, доказав свою нечеловеческую мощь. Позже выяснится, что именно он был тем таинственным воином, который уничтожил пятого Хершера одним ударом. После инцидента в закатной аллее их судьбы разошлись. Кальпаса, чью ярость сочли неконтролируемой, заперли в самой глубокой тюрьме – Пределе. Апонию, как главную подозреваемую, доставили на базу для допроса. Но первой к Апонии пришла Элизия. Она проигнорировала статус преступницы и увидела в ней лишь сломленную горем женщину. Пораженная этой искренностью, Апония открылась ей, рассказав о своем проклятом даре видеть судьбу,
и о вине за гибель детей. В ответ Элизия дала ей простой совет – просто делай то, что считаешь правильным. Эти слова стали для Апонии откровением. Допросы мотыльков ничего не дали. Не сумев выведать секреты, руководство приняло решение. Либо Апония погибнет во время рискованной процедуры, либо выживет и будет служить им. Ее отправили на операцию «Мантис». Процедура не убила ее. Напротив, она многократно усилила ее врожденный дар. Теперь Апония не просто предчувствовала, а ясно видела нити судьбы, реальные потоки, ведущие каждого к предначертанному концу. Вместе с этим она обрела новую силу – дисциплину, а мотыльки окончательно потеряли возможность ее контролировать. Поначалу дисциплину считали лишь способностью накладывать на людей ментальные запреты, но доктор Мэй, изучив этот дар, сделала шокирующее открытие. Дисциплина работала в обе стороны. Она не только передавала волю Апонии, но и усиливала подсознательные желания человека. Если тот отчаянно хотел жить, его тело могло регенерировать с нечеловеческой скоростью. Апония увидела в дисциплине шанс. Если нельзя изменить финал, возможно, стоит попытаться изменить путь к нему. Она начала дисциплинировать людей, пытаясь оградить их от ошибок и отчаяния. Она хотела запереть их в коконе добродетели, но человеческая природа сопротивлялась. Чем сильнее она сжимала нити контроля, тем яростнее люди пытались их разорвать, лишь еще больше усугубляя свою трагедию. Осознав, что судьбу не переплести, она нашла для своего дара иное применение. Она добровольно отправилась в предел, самую темную тюрьму мотыльков, где содержали и неуправляемого Кальпаса. В этой обители отчаяния Апония стала исповедницей и тюремщиком. Она принимала на себя злобу и боль заключенных, впитывая их грехи, чтобы дать их душам покой перед концом. Это стало ее формой покаяния.戒律は恐怖を克服し、生きる意志をあなたにくれる。私もずっとそばにいる。あなたが眉を破るその日まで。ニア姉さん、あとどれぐらいで退院できるの？わあ、アポニア姉さんすごい！傷が痛くなくなったよ。アポニア、あなたのおかげでまた戦場に戻れるわ。アポニア、ありがとう。今まで世話してくれて。アポニア、ニア姉さん。私は何も変えられない。誰も救えない。これは私の罪であり、運命である。私は決して逃げたりしない。В мире, тонущем в отчаянии, Элизия не искала свет, она создавала его сама. Ее рай был не местом на карте, а мгновениями с теми, кого она любила. Она единственная не боялась спускаться в предел, чтобы вытащить Апонию из ее добровольного заточения и на миг заставить ее забыть о грехах и судьбе. Она приводила ее к Эден. Там, в кругу подруг, скованный пророк позволяла себе редкую улыбку, а дива ушедшей эпохи делилась историями, запечатанными в вине. Это и был их хрупкий рукотворный рай. Островок света в умирающем мире.
В скором времени наступил день рождения Кевина. Погруженный в боль и холод, он не собирался ничего праздновать, но Элизия решила иначе. Она устроила вечеринку-сюрприз. На один короткий вечер впервые мантисы снова стали не солдатами, а друзьями. Отстраненный Кевин смеялся, как беззаботный парень из Академии Чиба. Но праздник закончился. Этот вечер стал для многих из них последним мирным воспоминанием перед чередой новых трагедий. Пока Кевин сражался на передовой, его друг Су шел своим путем. Став врачом, он посвятил себя поиску лекарства от ханка-инфекции. Он 9 раз подавал заявку в огненные мотыльки, но всегда получал отказ. Его считали слишком наивным. Здесь очень важно понимать следующее. Эту историю раскрыли не напрямую. Спустя 50 тысяч лет опыт Су через иллюзию проживет воин новой эпохи Дюрандаль. Поэтому на экране с кадрами из манги вы видите ее, а не самого Су. Судьба настигла Су, когда, защищая ребенка, он сам был заражен. На грани смерти перед ним появился Кевин, спустя 5 лет разлуки. Мотыльки спасли Су, но друзья не успели обменяться и словом. Су очнулся на базе организации. Его излечили, но цена спасения была ужасна. Сыворотка создавалась из антител тысячи погибших. Среди них был и его наставник. Потрясенный этой истиной, Су принял приглашение вступить в организацию. Вскоре явился 8-й Хершер, Хершер сознания. Этот враг был неосязаем. Он не просто запирал разум людей в вечном сне, но распространял заразу через саму информацию. Его миметический вирус отравлял слова, и одно лишь прочтение или произнесение определенной фразы могло погрузить человека в кому. Мотыльки были почти бессильны против угрозы, которую нельзя было даже безопасно обсуждать. Псионический потенциал Су делал его идеальным кандидатом для противостояния этому врагу. Он вызвался на опасную миссию, и Мёбиус лично провела на нем операцию «Мантис». Слившись с генами зверя, Су обрел невероятные пси-способности. Су погрузился в мир снов Хершера, чтобы найти его. Он быстро столкнулся с врагом, но тот оказался хитрее. Отрезал Су от реальности и погрузил в иллюзию идеального мира, где все его мечты сбылись. Лишь самопожертвование наставника, который снаружи перезапустил оборудование, позволило Су осознать обман и определить местоположение Хершера. Су очнулся перед телом своего мертвого учителя. В этот момент появился Кевин. Спустя 5 лет они встретились вновь, на пепелище очередной трагедии. Кевин передал ему волю доктора Мэй возглавить научный отдел и продолжать работу. Но Су, ведомый горем и жаждой мести, не подчинился приказу об эвакуации. Сжимая флягу наставника, он бросился к координатам Хершера, чтобы сразить его в одиночку. Он нашел врага уже обездвиженным невидимыми цепями. В тот же миг ярость Су утихла, сменившись спокойствием. Это была Апония. Она опередила всех и своей силой не только нейтрализовала врага, но и спасла самого Су от падения во тьму. В этой битве Су потерял наставника, но обрел свою истинную роль мудреца и наблюдателя. Победа над 8-м Хершером была одержана, но ее цена оказалась высока. В хаосе ментальной битвы погибла Дистопия, подруга юного Космы. У нее был свой ритуал. На день рождения знакомых она дарила подарки всем, кого только знала, говоря, что так каждый оставляет след в ее сердце, и она сможет помнить их, даже если они уйдут. Последним подарком для Космы оказалась губная гармошка. Он не успел научиться играть для нее. После смерти Дистопии Космо перенял ее традицию с подарками, но уже с другой целью, чтобы другие вечно помнили о ней. А гармошка стала его вечным спутником. Ее тихая мелодия – голосом его одиночества. В той же битве погибла и Бланка, прошлая ассистентка Мёбиус, и мать маленькой девочки по имени Грисео. Сама Грисео была тяжело ранена. Чтобы спасти ее, Мёбиус решилась на отчаянный шаг. Провела на ребенке экстренную операцию «Мантис». Грисео не просто выжила, она обрела уникальный дар. Талант художницы слился с ее новой силой. Она могла вбирать в себя эмоции и суть окружающих, их цвета и переносить их на холст. Ее картины теперь обладали силой исцелять, приносить покой или сводить с ума. Руководство, испугавшись непредсказуемой псионической силы, сочло Грисео слишком опасной и заключило в предел, самую мрачную тюрьму организации. Но там она не была одна. Апония, чей путь был неразрывно связан со страданием, взяла ребенка под свою опеку, став для нее второй матерью. Именно ее защита однажды позволит Грисео покинуть эти стены.
Пока одни сражались, Кальпас томился в пределе. Руководство видело в нем лишь монстра, но Элизия видела иное – несчастную душу в клетке. Она решила его освободить. Ее путь лежал в предел, где состоялась дуэль умов с Апонией. Элизия хотела освободить Кальпаса без каких-либо оков, веря в его силу воли. Но Апония сыграла на опережение. Еще до прихода Элизии она наложила на Кальпаса свой главный ментальный запрет – не вредить невинным. Видя решимость подруги, Апония уступила, позволив забрать Кальпаса, но уже скованного ее дисциплиной. Элизия добилась своего. Ее главным аргументом для руководства стала ничья Кальпаса в бою с Сакурой. Это доказывало, что его сила необходима в войне. Убедив их, что Кальпас под действием дисциплины больше не опасен, она добилась его освобождения под свою ответственность. Его направили в тайный отряд «Кокон». Там он часто пересекался на заданиях с Сакурой. Кальпас не держал на нее зла за прошлое, он уважал ее как равного воина. Они были детьми тени и понимали друг друга без слов. Так Кальпас обрел свободу и цель. Но невидимые цепи дисциплины он не простил Апонии никогда. Освобождение Кальпаса породило на базе множество слухов. За его яростью скрывалась тайна. Он не был человеком в обычном смысле. Его происхождение было аномалией, он буквально упал с небес. Иными словами, Кальпас – пришелец, утративший память. Личность оставалась загадкой. Ходили слухи, что половина его багажа забита плюшевыми игрушками, а в его комнате видели неуклюже вырезанные деревянные фигурки. Но главной тайной была маска. Все считали ее способом скрыть уродство. Однако маска была его личным самоограничением, способом сдержать зверя внутри. Он никогда не снимал ее. Вскоре Элизия даже написала брошюру «Общение с Кальпасом для чайников». Но за шутками скрывалась суровая правда. На поле боя Кальпасу не было равных. Со временем стало очевидно, что именно на его счету наибольшее количество уничтоженных врагов. Он был не героем, а стихийным бедствием, направленным против Ханкая. И пока он был на стороне человечества, мотыльки мирились с его безумием. В отряде «Кокон» у Кальпаса сменилось более 20 адъютантов. Все они либо сбегали в ужасе, либо заканчивали плачевно. Все, кроме одного – Эмиля. Он был одним из немногих, кто не боялся Кальпаса. Напротив, Эмиль снова и снова пытался его убить, устраивая покушение. Для Кальпаса это не было предательством. Он воспринимал это как вызов, игру, достойное развлечение. Именно поэтому он сам настоял, чтобы Эмиль стал его адъютантом. А Элизия, благодаря своим связям, помогла оформить это решение, вызволив того из тюрьмы. Так в жизни Кальпаса появился человек, которого он мог считать равным. Их странная дружба была построена на взаимном уважении к силе и постоянной проверке друг друга на прочность. Вскоре появился 9-й Хершер, Хершер Земли. Он создал искусственную черную дыру, которая начала поглощать континент Му вместе с 6-й частью населения планеты. Ученым удалось телепортировать остатки континентов в Квантовое море, особое иное измерение, но это была пирова победа. Остаточная энергия Ханкая превратила его в безжизненную пустыню. Вскоре последние выжившие люди погибли, оставив континент искусственным созданием, прозванных куклами. Для Эден, величайшей дивы той эпохи, гибель Родины стала личной трагедией. Эта потеря стала поворотной точкой. Эден больше не могла оставаться лишь спонсором. Спустя время она станет воином, пройдя операцию Мантис, чтобы сражаться за память о своем мире. В битве с 9-м Хершером Кевину пришлось принять тяжелое решение – пожертвовать частью отряда, чтобы спасти большинство. Среди павших оказался и Ато, наставник Космы. Эта потеря наложилась на недавнюю гибель его подруги Дистопии. На глазах Космы его кумир сам стал причиной трагедии. Идеальный образ героя рухнул. Горе и разочарование сломили его. Ярость высвободила его скрытую силу. Он стал первым мантисом, переступившим грань. Его тело полностью подчинилось Ханкай-зверю. Мальчик, мечтавший стать героем, превратился в чудовище. В отчаянии он бросился на Кевина. Разочарованный в кумире и напуганный монстром, которым стал сам, Космо покинул мотыльков и ушел в добровольное изгнание, сохранив облик зверя. Но изгнание Космы было недолгим. Его нашла Мёбиус. Она увидела в нем не трагедию, а потенциал для эволюции. Космо доказал, что даже после такой трансформации можно сохранить рассудок. В будущем этот процесс назовут активной Ханкай-реакцией. Мёбиус предложила сделку. Она вернет ему человеческий облик, но взамен Космо станет объектом ее исследований. Он согласился, боясь окончательно превратиться в монстра. Для этого Мёбиус привлекла Апонию. Их совместные усилия, гений Мёбиуса и сила дисциплины Апонии
позволили обратить трансформацию вспять. Однако его способность, унаследованная от зверя Вишну, имела свою цену. Чтобы сохранять рассудок и не деградировать, ему было необходимо постоянно поглощать других зверей Ханкая. Это была форма зависимости, которая навсегда привязала его к полю боя. Замкнутый и молчаливый, Космо нашел новый смысл в исполнении долга перед погибшим наставником. В заботе о его дочери, маленькой Грисео. Он стал ее защитником, оберегая от ужасов войны. В ее невинности он увидел свой рассвет, надежду на будущее, ради которой стоило сражаться. Вскоре человечество столкнулось с 10-м Хершером – Легионом. Это был не единый враг, а рой из 1000 аватаров, обычных людей, объединенных коллективным разумом. Поодиночке они были слабы, но вместе неудержимы. Легион действовал синхронно, парализуя оборону мотыльков одновременными ударами по всем континентам. Главной угрозой стала их универсальность. Каждый аватар владел малой частью сил одного из предыдущих 9 Хершеров. Это была армия, способная управлять гравитацией, огнем и льдом. Против рассредоточенной угрозы Легиона обычная тактика была бессильна. Хуже всего было то, что никто не знал, кто станет следующим аватаром. Первой оказалась обычная шеф-повар из столовой мотыльков, которая напала на Мэй. Лишь вмешательство Кевина спасло ее. А позже выяснилось, что один из аватаров – высокопоставленный чиновник организации. Враг мог быть кем угодно. Понимая, что доверять нельзя никому, доктор Мэй разработала ловушку, рассчитанную только на нее. Зная, что Легион охотится за божественными ключами, она распустила слух внутри организации о создании нового оружия – пустого ключа на секретном острове. Пустой ключ – это не оружие, а боевой костюм. Его уникальность заключалась в способности временно интегрировать в себя ядра других хершеров, позволяя носителю использовать их силу. Легион попался. Его основные силы штурмовали лабораторию, но вместо оружия обнаружили боевой костюм, который надела сама Мэй. Впервые главный ученый мотыльков вступила в бой. Используя силу ядер грома и ветра, она уничтожала сотни аватаров, но ее тело не выдерживало такой нагрузки. В то же время Кевин, сражаясь с вечно регенерирующим аватаром, владевшим частью способностей Хершера Смерти, также был на пределе. На исходе сил Мэй пошла на отчаянный шаг. Она взяла правосудие Шамаша в собственные руки. Ядро Хершера Огня, заключенное в клинке, вошло в резонанс с ее костюмом, высвободив всю свою неконтролируемую мощь и испепелив оставшихся врагов. Битва была выиграна. Но цена оказалась огромной. Использование пустого ключа нанесло здоровью Мэй непоправимый урон. Она одержала победу для человечества, но приблизила свой собственный конец. Параллельно битве на острове трагедия разыгралась в Первом институте мотыльков. Аватаром Легиона стала Кляйн, верная ассистентка доктора Мёбиус, единственный человек, кто понимал и принимал ее. Оказавшись под контролем Легиона, Кляйн напала на свою наставницу, и Мёбиус погибла. Но смерть не стала для Мёбиус концом. Сработала ее способность – бесконечность. Когда Су прибыл на место и обездвижил Кляйн, тело Мёбиус инстинктивно начало возрождаться. Оно поглотило ближайший источник энергии – ядро Хершера в теле беспомощной ассистентки. Мёбиус вернулась к жизни, но Кляйн исчезла навсегда. Шок и сама неконтролируемая природа возрождения спровоцировали активную Ханкай-реакцию. Потеряв рассудок, она обратилась в свою истинную форму – огромного змея. Чтобы остановить ее, Су и сам переступил черту, приняв облик павлина. Ему удалось сдержать Мёбиус. Окончательно остановила змея, прибывшая на место Сакура, которая нанесла последний удар. Тело Мёбиус после этой смерти срегрессировало. Она стала меньше, почти ребенком. Память дала трещину. Целые фрагменты прошлого начали исчезать. Впервые за всю свою долгую жизнь доктор Мёбиус столкнулась с утратой, которую не могла исправить наука. Снаружи она оставалась холодной и циничной, но внутри что-то сломалось. Для нее это была не просто потеря ассистента. Кляйн была единственным человеком, который видел за образом гения и монстра настоящую Мёбиус, кто заботился о ней. Она знала, когда та забывала поесть, когда ей нужно было побыть одной, и даже по прихоти Мёбиус зашивала дырки на ее одежде. Кляйн была ее якорем, связывавшим с человеческим миром. Мёбиус решила создать ее искусственную копию, куклу. Это не было воскрешением, а новой жизнью, носящей образ Кляйн. И дело не в эгоистичном желании вернуть помощницу. Мёбиус хотела дать новой Кляйн то, чего была лишена настоящая – бесконечные возможности будущего. Подарить ей существование, свободное от хрупкости человеческого тела.
Смерть Кляйн лишь укрепила Мёбиус в убеждении, что эту хрупкость необходимо преодолеть.へえ、黒い霧を出す植物、変異した崩壊獣新しいサンプルだらけね。来て正解だわ博士、あの辺りは数週間前に火を追う蚊の禁止エリアに指定され立ち入り禁止です。はいはい、分かってるわ。一人であんな怪物を探すなんて、ここは危険です。だからこそ誰にも邪魔されないのよ。未知のサンプル、考えただけでワクワクするでしょ。あら？博士、メビウス入って何か。そう慌てないで、かわいいラッカさん。まだ時間はたくさんあるの。あなたの細胞を細かく余すところなく観察できる。捕まえた。Победа над 10-м Хершером дала мотылькам лишь передышку. Доктор Мэй не теряла времени. Понимая, что для победы нужна армия сверхлюдей, она инициировала 2 проекта – массовое производство солдат Мантис по новой технологии и создание 10-х божественных ключей. Ядро 10-х можно было делить, что позволило запустить их массовый выпуск. Но для Кальпаса главная трагедия этой битвы была еще впереди. Его друг Эмиль оказался тем самым аватаром Легиона с чудовищной регенерацией, с которым сражался Кевин. После битвы мотыльки превратили ядро Эмиля в один из ключей господства. Для Кальпаса, считавшего, что только он имеет право лишить Эмиля жизни, это стало последним оскорблением. Его друга превратили в безвольное оружие. Ослепленный яростью, он начал охоту. Одним за другим он уничтожал ключи господства, видя в них лишь уродливые копии. В этот момент отчаяния и разрушения его и нашла Мёбиус. Она сделала ему предложение. Объяснив, что его человеческое тело – это предел, Мёбиус предложила операцию «Мантис», чтобы сломать эти оковы. Для Кальпаса это был логичный выход. Если его друга превратили в оружие, то и он сам станет оружием, самым смертоносным. Однако операция почти не повлияла на Кальпаса. Мёбиус обнаружила, что он и до слияния с генами был скорее сам зверем, чем человеком. Его невероятная сила была врожденной. Процедура, призванная превратить человека в сверхсолдата, не могла улучшить то, что изначально существовало по иным законам. Битва с Легионом оставила свой след и на Кевине. Он видел, как доктор Мэй на грани смерти высвободила истинную мощь Шамаша и понял, его собственной силы больше недостаточно. Чтобы подчинить себе клинок, выкованный из ядра его погибшей подруги, он сам ступил на путь чудовища. Он пришел к Мёбиус, и та провела операцию, снявшую с него последние ограничения Мантиса. Кевин обрел способность к активной ханкай-реакции, а вместе с этим доступ к нулевой силе Шамаша, атаке абсолютного разрушения. Сильнейший воин стал еще сильнее, но цена этой силы – остатки его собственной человечности. Для испытания же усовершенствованного проекта «Мантис» был выбран отряд Хуа. Бойцам вкололи сыворотку сверхпеременного фактора и выдали по 10-му ключу. Им не сказали правду. Под видом обычной операции их отправили против зверя Ханкая класса «Император». Ключ должен был стать катализатором и адаптировать свою форму под владельца. Отряд не имел шансов. Бойцы гибли один за другим. Когда Хуа осталась последней, на грани смерти, фактор активировался. Воспоминание о словах наставницы Химико «выжить и найти ответы» стало последним толчком. За ее спиной появились крылья. Она не просто выжила. Она в одиночку уничтожила зверя. Так Хуа стала Мантисом. Эксперимент был признан успешным. Человечество получило еще одного воина, а душа Хуа – еще один шрам.
Именно в этот момент Элизия вновь проявила свою натуру. Она встретила новоиспеченного мантиса Хуа, но поприветствовала ее не как солдата, а как обычную девушку. Вместо инструктажа Элизия объявила, что ее первая миссия – это подготовка к грядущему балу мотыльков, а сейчас им лучше просто поговорить о девичьих вещах. Позже Хуа получит свой собственный божественный ключ, созданный из ядра 8-го Хершера – перо Феникса. Но на этом ее испытания не закончились. Хуа стала одной из немногих, кто прошел эксперимент Свара, программу, основанную на дисциплине Апонии и призванную усилить рефлексы солдат. Эксперимент дал ей невероятную регенерацию и вечную память, но у этого дара была ужасающая цена. В глубине души Хуа ненавидела Ханкай. Свара превратила эту ненависть в неконтролируемый инстинкт. При активации ее истинной силы, активной Ханкай-реакции, этот инстинкт брал верх. Она впадала в безумие, атакуя все, что несло в себе след Ханкая, не разбирая, враг перед ней или товарищ. Однажды это произошло. Лишь Кевин, сам использовавший активную реакцию, смог ее остановить. Доктор Мэй вынесла приговор. Если Хуа когда-либо снова потеряет контроль и внешних врагов не останется, ее собственная регенерация не даст ей умереть. Она будет вечно атаковать и исцелять саму себя, запертая в аду бесконечной битвы. Ее величайшая сила стала ее личным проклятием. Последняя же из будущих охотников стала мантисом по чистой случайности. Воровка Пардафелис из закатной аллеи проникла на базу мотыльков в поисках наживы, но попала в суматоху набора добровольцев для проекта «Мантис». Ее по ошибке приняли за волонтера и отправили на операционный стол. Пардафелис шла за добычей, а оказалась в шаге от смерти, но ее удача оказалась сильнее науки. Вопреки ничтожным шансам, она выжила и успешно слилась с генами, обретя кошачьи черты. Руководство, узнав об ошибке, было поражено, но решило, что такая везучесть – тоже полезный талант. Так Пардафелис стала мантисом. Самым слабым из них, но ее главным оружием всегда оставались хитрость, удача и умение выживать. С ее появлением 13 судеб сошлись в одной точке. Герой, девушка, любившая человечество, пророк, артист, гений, пришелец, мудрец, убийца, монстр, ученый, ребенок, солдат и выжившая. Все они стали мантисами, последней надеждой человечества. Но им лишь предстояло стать охотниками за пламенем, пройдя через величайшую трагедию прошлой эпохи. Казалось, человечество адаптировалось к войне, опираясь на армию мантисов и божественные ключи. Но Ханкай нанес удар, к которому никто не был готов. Явился 11-й Хершер. Хершер ограничения. Сила 11-го Хершера была гениальна в своей простоте. Он не разрушал города. Он создавал вокруг себя постоянно расширяющееся поле, которое не только обнуляло энергию Ханкая, но и подавляло любые другие энергетические процессы, включая жизненные функции. Это было абсолютное анти-Ханкай оружие, направленное против сильнейших защитников человечества. По мере того, как поле накрывало поле боя, мантисы, чья сила была основана на генах зверей Ханкая, становились беззащитны. То, что последовало, было не битвой, а бойней. Даже Кальпас, чье тело выдерживало нечеловеческие нагрузки, оказался на грани. Его забрала Хуа и доставила к Мёбиус. Мёбиус провела еще одну операцию Мантис, которую назвала «усовершенствование». Она извлекла то, что напоминало сердце Кальпаса, и переписала его физиологию. Мёбиус не спасала, она создавала его заново. Так появился тот Кальпас, которого запомнила история. Последствия операции были необратимыми. Его когнитивные функции начали угасать, уступая место чистой ярости. В это же время Вилл Ви, главный инженер мотыльков, вела свою собственную битву – интеллектуальную. Она намеренно шагнула за линию смерти, которую прочертил Хершер, и позволила полю воздействовать на себя. Она сделала свое открытие. Поле Хершера имело пределы. Враг не всемогущ, и у любой, даже самой совершенной системы есть уязвимость. В сражении с Хершером Кальпас уже после операции от Мёбиус все равно был выведен из строя полем ограничения. В этот момент Су, пытаясь помочь Кевину, решился на крайние меры. Используя свои псионические способности, он проник в сознание Кальпаса, чтобы управлять его телом и продолжить бой. Но делая это, Су непреднамеренно разрушил ментальные оковы, наложенные Апонией. Он снял с Кальпаса дисциплину «не вредить невинным». Чтобы дать товарищам шанс, Хуа пошла на крайнюю меру.
Она использовала первую силу своего божественного ключа – пера Феникса. Ценой этой силы были ее собственные воспоминания. Они сгорали, питая атаку, которая наносила удар одновременно по телу и разуму Хершера. Поле ограничения на долю секунды ослабло, и Кевин смог нанести единственный решающий удар, используя свои силы льда и пожирающее пламя правосудия Шамаша. Кевин был вынужден атакой похоронить собственных товарищей. Хершер был повержен. Праздновать победу было некому. После битвы от всей армии мантисов осталось лишь 13 человек, а 70% человечества было уничтожено. Это катастрофа, вошедшая в историю как трагедия ограничения. Пытаясь осмыслить врага, менявшего сами законы войны, доктор Мэй выдвинула гипотезу о боге Ханкая, едином разуме, стоящем за всеми бедствиями. Но вскоре сами же мотыльки отвергли эту идею. Тем не менее, для многих солдат и обычных людей мысль о конкретном противнике, а не о безликой силе, стала последней опорой. Среди выживших были и те, кто не принимал участия в битве. Маленькую Грисео, как ребенку, на передовую не отправили, а Пардафелис, слабейший из воинов, просто улыбнулась ее легендарной удаче. За день до отправки она попала в госпиталь. Проснувшись в тишине пустой базы, она поняла, что все ее товарищи, с которыми она еще вчера делила ужин, уже никогда не вернутся. Катастрофа ограничения сломила дух мотыльков. Именно тогда, среди отчаяния, Элизия собрала выживших. 13 мантисов, сломленных и разъединенных горем. Она поняла, что им нужна новая цель. Но не просто как солдатам, а как людям. Она стала центром, который объединил эти 13 одиноких душ. Для каждого она находила свои слова. Видела уставшего человека за маской героя Кевина и несчастного воина за яростью Кальпаса. Она предложила им стать не просто отрядом, а братством. Так родились 13 охотников за пламенем. これは英傑と呼ばれた人々の話。13人の失意者が経験した未完の人生は結局空夢みたいなものだよ。人生というのは失敗を経て成功するものです。見て、私たちの色ここに残ってるよ。ヘミ、あなたを食べちゃうわよ。長い刻印、極光は常に切に真羅断裂。心一つで存在し、意識一つで変わる。全て殺し尽くせ。聞いて、噛み合う歯車の喝采よ。時が残り続け、星々が永遠に輝きますように。私が哀愁の城に入る。これほど美しい花は咲く前に枯れるべきじゃない。この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。Однако руководство мотыльков так и не признало их официально. В одной команде собрались слишком опасные и непредсказуемые. Организация видела в них не спасителей, а неуправляемую силу, угрозу собственному авторитету. Для них охотники были лишь оружием последнего шанса, которое можно было собрать вместе только для великой решающей битвы. Но для Элизии они были семьей. Она мечтала о дне, когда все 13 как один встанут плечом к плечу. Увы, эта мечта так и не сбудется. Она дала им нечто большее, чем имя и статус. Элизия возвращала их к мирной жизни, создавая островки нормальности посреди ада. Она устраивала балы, где воины могли просто танцевать. Организовывала день обмена подарками. Тогда открывались неожиданные стороны их натуры. Берсерк Кальпас оказался превосходным поваром, а юная Хуа, стесняясь, втайне вручала подарок Грисео. Ее величайшим творением стал любительский фильм, мечта о том, какой могла бы быть их жизнь без Ханкая. В нем не было охотников. Был Кевин программист, Кальпас дворецкий, готовящий десерты, Су врач, Хуа мастер боевых искусств, Эден владелица Золотого двора, Апония медсестра, а сама Элизия фрилансер по прозвищу Мисс Розовая Фея. Это хрупкое братство спасало их от отчаяния. Она была их сердцем, и пока оно билось,
У них были силы продолжать свой поход за пламенем. Но Элизия думала не только о настоящем. Видя, как гибнут ее друзья, она боялась, что от их эпохи не останется и следа. Она хотела сохранить их дух, их гордость, все то, что делало их людьми. Так родилась ее самая смелая идея – Элизиум. Это не был проект мотыльков. Руководство сочло его бессмысленной тратой ресурсов, ведь процедура создания симуляции была крайне опасна. Процесс извлечения воспоминаний мог выдержать лишь улучшенный организм Мантиса. Обычный человек не перенес бы такой нагрузки. Даже Су, один из сильнейших псиоников, впал в долгую кому после процедуры. Но Элизию это не остановило. Она собрала команду лучших. Гений Мёбиус, чьи исследования легли в основу проекта, Вил Ви, спроектировавшая виртуальное пространство, и сами псионики Су и Апония. Весь проект профинансировала Эден. С помощью технологии они создавали точные копии сознания охотников. Эти цифровые призраки должны были вечно жить в мире данных, храня память о себе для будущих поколений. Для Элизии это была не просто база данных, а книга сказок о 13 героях, которые не смогли спасти свой мир. Она хотела, чтобы их незавершенное путешествие не было забыто, а их следы указали путь тем, кто придет после. Она верила, что ненависть и гнев не должны быть единственным наследием. Элизиум должен был сохранить красоту их эпохи и причину, по которой они сражались. Это было ее величайшее творение – рай, построенный из памяти и любви. Однако хрупкое единство рухнуло из-за внутреннего удара. Катализатором стала Рин, младшая сестра Сакуры. В ней обнаружили следы энергии на уровне Хершера, но в отличие от предыдущих, девочка не проявляла никаких способностей и сохраняла собственное сознание. Эта аномалия поставила мотыльков в тупик. Опасаясь неизвестной угрозы, Рин поместили в изолятор. Для Сакуры это стало мучительным испытанием, но она подчинилась, веря, что доктор Мэй найдет решение. Вскоре она тайно обратилась за советом к Элизии. Сакура призналась, что готова пойти против организации. Элизия без колебаний поддержала ее, заявив, что сердце сестры надежнее любых приборов. Для мотыльков это было предательством. Для Элизии – актом веры. Опираясь на поддержку подруги, Сакура разработала план побега. Она должна была стать приманкой, чтобы отвлечь на себя основные силы мотыльков, пока Рин спрячется в условленном месте. Но этому плану не суждено было сбыться. Апония попыталась укрепить боевой дух солдат простой дисциплиной – не сдаваться перед Ханкаем. Но в сознании, измученной войной, приказ исказился. Он превратился в команду уничтожить любую угрозу Ханкая немедленно. И солдаты нашли угрозу. Нарушив приказ доктора Мэй, они ворвались в изолятор и расстреляли беззащитную девочку. Ее смерть пробудила истинного 12-го Хершера – Хершера эрозии. Рин была лишь сосудом. Сам Хершер оказался не человеком, а самосознательным вирусом, способным заражать и подчинять себе как органику, так и механизмы. Когда Сакура добралась до изолятора, было поздно. Она увидела только тело сестры. Ее мир рухнул. Обезумев от горя, она бросилась в бессмысленную битву с порождениями Хершера и погибла от его руки. В это же время на базе находились лишь двое охотников за пламенем. Кевин сдерживал бесконечные волны зараженных, а Хуа пыталась спасти уцелевших. Она использовала свой божественный ключ, чтобы погрузить персонал в сон, однако тогда еще Хуа не знала истинной природы врага. За считанные минуты вирус захватил всю базу. Системы защиты обернулись против своих создателей. Хершер получил доступ к ядерному арсеналу мотыльков и без колебаний запустил ракеты по 3 последним городам человечества. Миллионы жизней испарились в огне. В последний момент доктор Мэй заманила вирус в ловушку и запечатала его в черном ящике. Угроза была нейтрализована, но цена оказалась невообразимой. Человечество было уничтожено. いつも予想外のことは起こる。そうだろ？君もそんなに驚いていない。人類の負けだ。不破。しかしそれは、僕たちが決して真理として受け入れられない事実でもある。そんなことを言う人だとは知りませんでした。誰もが諦めたいという気持ちを持っていますが、あなただけは違うと思っていました。本当のことを聞きたい？僕が諦めないのは必死になってないからだよ。
僕はね、気にしないんだ。崩壊とか人類とか、僕は全然気にしてない。世界を救うことや平和を守るために火を追う側に入ったわけじゃない。ずっと僕の自己満足だ。でも僕はここまでやってきた。ここまでやってこれたんだ。僕は認めるわけにはいかない。認めさせるわけにはいかないんだ。特に彼女にはね。僕はどうしようもない最低なやつだと思うよ。同じですよ、ケビン。生まれながらにヒーローだという者はいない。私たちはこの道を選んだ一般人に過ぎません。私はいつも誰かの後ろにいました。まずは隊長、それからあなた、もちろん博士は一番前にいます。私はあなたたちについていくことが私の道だと思いました。でも誰も私に強制しているわけではなく、いいんです、ケビン。誰もあなたを責める資格はありません。僕にはある。僕は諦めない。フワ、僕たちは諦めないんだ。ええ、諦めません。人類は必ず勝利する。行こう、情報室に。Вера охотников друг в друга была расколота. Кальпас, узнав, что солдаты действовали под влиянием искаженной дисциплины, обрушил свою ярость на Апонию. Он нашел и убил каждого, кто был причастен к смерти Рин. 54 тела он принес к ногам Апонии и потребовал ответа, считая ее главной виновницей. Но прежде чем свершить месть, он сделал немыслимое. Он потребовал, чтобы Апония вновь наложила на него свою дисциплину не вредить невинным. Для Кальпаса это было извращенным понятием чести. Он добровольно возвращался в оковы, чтобы их поединок был честным. Однако в этой битве ярость уступила контролю. Апония усмирила берсерка, и этот конфликт дотла выжег последний мост между ними. Кевин же исполнил последнюю волю Сакуры. Он доставил ее останки на родину, чтобы похоронить под цветущим деревом, о котором она мечтала. Но ее родной город был лишь выжженной пустыней. Стоя у импровизированной могилы на пепелище, Кевин и Лизи осознали – мир, который они знали и любили, окончательно погиб. Вилви винила себя. Хершер Эрози использовал для уничтожения городов ядерные ракеты, технологию которую создала она. Ее творение, призванное защищать, стало орудием геноцида. Мучимая виной, она приняла решение. Взяв пятый божественный ключ, оружие массового поражения, она поклялась полностью переделать его, превратить из оружия судного дня в ковчег жизни. Криокапсулы для проекта «Святилище», которые дадут остаткам человечества шанс пережить конец света. Но пока одни скорбели, другие видели в катастрофе возможность. Мёбиус получила доступ к запечатанному в черном ящике 12-му Хершеру. Для нее самосознательный вирус был не врагом, а ключом к эволюции. Она немедленно взялась за несанкционированные эксперименты. Ее целью было пересоздать человечество, превратив его в подобную вирусу форму жизни. Мёбиус видел в этом лишь логичный следующий шаг. Ее главным подопытным стала юная Хуа, чья уникальная устойчивость к ханкаю и регенерация делала ее идеальным кандидатом для жестоких опытов. Когда о планах Мёбиус стало известно, раскол среди мотыльков достиг предела. Если даже к мантисам, героям войны, относились с презрением, то идея превратить все человечество в вирус казалась безумием. Организация оказалась на пороге гражданской войны, готовая уничтожить себя раньше, чем это сделает Ханкай. И в атмосфере всеобщего недоверия подозрения обратились к Элизии, душе команды. Она была аномалией. В мире, где каждый платил за силу страшную цену, она оказалась исключением. Кевин стал льдом, Кальпас – монстром, Мёбиус регрессировала в возрасте после смерти. Побочным эффектом Элизии были лишь эльфийские уши и вечная красота. Ее прошлое до приюта было пустым листом, а разум не подвластен дисциплине Апонии. Эти нестыковки требовали объяснения. Для рационального ума доктора Мэй существовала лишь одна гипотеза –
Элизия манипулировала их памятью, чтобы скрыть свою истинную природу. Возможно, предателя или агента Ханкая. Чтобы проверить это, Мэй задала каждому охотнику один вопрос. Как они впервые встретили Элизию? Но их воспоминания совпадали. Расследование зашло в тупик, но сомнения остались. Не в силах выносить подозрения, Элизия сама обратилась к единственному человеку, способному дать ответ – к доктору Мэй. Обследование дало однозначный результат. Элизия была рождена Хершером. Она появилась в Востоке 51 из ничего. Чистое, новое сознание. Для Элизии это не стало трагедией, а откровением. Все стало на свои места. Ее чувство инаковости, ее безграничная любовь к людям и то, почему Ханкай не имел над ней власти. Ее уникальность знала и Апония, видевшая нити судьбы. Каждого человека и Хершера опутывали эти нити, предопределяя их путь. Но Элизия была свободна. Аномалия, рожденная из пустоты и избежавшая оков предопределенности. Доктор Мэй опишет вероятность рождения такого Хершера как попытку сварить кофе, используя вместо кипятка кубики льда. Но эта правда была слишком опасна для мира, охваченного недоверием. Элизия понимала, что не сможет нести это бремя в одиночку. Под звездным небом она открылась своей самой близкой подруге – Эден. Рассказала о своем происхождении, природе и бесконечном одиночестве. Ответ Эден был прост и без колебаний. Для нее не имело значения, кто перед ней – человек или Хершер. Она видела лишь свою подругу – Элизию. На грани гражданской войны Элизия поняла, что остается лишь один способ объединить выживших. К такому же выводу пришел и Прометей, созданный доктором Мэй. Элизия решила стать для человечества общим врагом. Это была отчаянная мера, способная как спасти всех, так и ускорить их гибель. Это стало ее большой ложью. Она объявила себя 13-м Хершером, чтобы сплотить расколотое общество против фиктивной угрозы. Но истинный мотив ее поступка был глубже. Будучи Хершером с рождения и из-за аномалии, Элизия единственная не была связана нитями судьбы. Нити судьбы, сковывавшие волю людей и Хершеров, были не божественным промыслом, а искусственным механизмом. Его источник Элизия лишь смутно ощущала, называя его коконом. В своем последнем разговоре с доктором Мэй она поделилась своими догадками. Не существует никакого бога Ханкая, который испытывает человечество. Есть лишь нечто, чье мучительное стремление к объятию приносит лишь разрушение. Для Мэй эти слова стали ключом. Она сопоставила слова Элизии с данными и Прометей, древней балладой и фреской с Луны. Все факты сложились в единую картину. Вывод оказался ошеломляющим. Кокон конца – древняя сущность, подчинившая себе Ханкай на Земле. Его цель – слиться с человечеством и создать существо, подобное самому себе. Ради бесконечных попыток Хершеру конца была дарована власть над временем. Каждые 50 тысяч лет он откатывает цивилизацию к ее становлению. Элизия не знала наверняка, сработает ли ее план, но верила, что должна попытаться. Если в ней действительно заключено все лучшее от человечества, она обязана рискнуть. Ее решение вернуться в кокон и попытаться разорвать нити судьбы изнутри стало ее прощание с миром. Этот уход она назвала «последним банкетом». Чтобы он был красивым, Элизия впервые в жизни нанесла макияж и надела белоснежное платье, готовясь к своей жертве. Приглашения так и остались неотправленными. Она готовилась уйти в одиночестве, потому что боялась. Боялась не смерти, а реакции тех, кого любила. Что если они не придут? Что если, узнав всю правду о ее природе Хершера, они отвергнут не только ее, но и все их общие воспоминания? Для Элизии это было страшнее смерти. Поэтому она выбрала уйти тихо, оставив после себя лишь красивую легенду. Но она не осталась в одиночестве. Большинство охотников не подчинились приказу о крестовом походе, не желая поднимать меч на товарища. Но 4 самых близких пришли сами, ведомые собственной верой в нее. На банкет явились Эден, Апония и Вилви, которые знали или догадывались о ее истинной природе. И пришел Кевин, ведомый слепой верой в своего товарища, чтобы лишь сказать ей «Ты человек». Именно на этом прощании ему и открылась вся правда. Окруженная теми, кто принял ее полностью, Элизия простилась с каждым. В ответ они дали свои обещания. Эден поклялась, что в последнее мгновение своей жизни будет петь только для нее. Вилви заверила, что сумеет обмануть историю, и тайна 13-го Хершера навсегда останется нераскрытой.
Апония пообещала вечно хранить память о ней в ожидании того, кто однажды разделит ее волю. Элизия увидела слезы на лице Кевина, замерзшие, но теплые. この瞬間がずっと続けばいいのに。でも永遠に終わらない演目はない。そうでしょ？だから今は完璧なピリオドを打ちましょう。もしみんなが遠い未来で私のような律者に会ったら絶対私に教えてね。そうしたら私すごく嬉しいと思うの。だって今後の人々は私たちと同じように難しい選択をしないで済むってわかるから。私たちがこの世界に残した足跡はいつかの未来で誰かが前に進むための灯火になるってわかるから。悲劇は終わりではなく希望の始まりなの。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできる。だから教えて。この物語の最後に私は人になれたのかしら。それは私たちの前にある事実でしょ。今夜もう律者はここに現れない。なぜならここで眠り後世に歌われるのは火を追うがの誇りある高貴な戦士13英傑を作り出したもの。無垢の人エリシアなのだから。やっと別れを告げる時が来たわね。私は律者だからできるかもしれない。だけど私は人間だから必ずできるの。じゃあ私の友人、私の親友、私の最も大切な仲間たち、エリシアのフィナーレは美しく輝かないといけないの。だから最後に私を見送って。Обретя прощание и принятие, Элизия совершила свой последний акт. Ее физическое существование растворилось, но воля, ее истинное «я», вернулась в кокон конца. Она разорвала нити судьбы. Элизия справилась. Элизия любила человечество и была хершером человечества, воплощением всего прекрасного в людях, их способности к любви, состраданию, мечте и самопожертвованию. Она любила не отдельных личностей, а человечество как единое целое, как саму суть жизни. Эта любовь родилась не из наивности. Странствуя по миру, она видела его темные стороны, но всегда находила искры света. Она видела не ярлыки, герой или преступник, а людей. Элизия принимала их недостатки не как изъяны, а как часть истинного «я», то, что и делало их людьми. В этом заключалась ее вера, и потому в глазах тех, кто ее знал, она была невестой человечества. Именно эта вера была ее сутью. Она поддержала Кевина в его ледяном отчаянии, вытащила Кальпаса из тюрьмы, а Вилви из изоляции, вдохновила Апонию, скованную судьбой, и привела в ряды охотников простую воровку Пардафелис. Она была их центром, потому что видела в каждом личность. Но ее существование было парадоксом. Хершер – порождение Ханкая, который любил людей больше, чем кто-либо. Если бы об этом узнали, это могло бы сломить волю к борьбе, породить ложную надежду или еще больший страх. Ее жертва даровала будущим поколениям и будущим хершерам то, чего была лишена ее эпоха – свободу выбора. Ее история стала идеальной сказкой, а наследие – семенами надежды для нового мира. На горизонте уже маячил финальный хершер, но жертва Элизии дала мотылькам новую надежду. План, разработанный доктором Мэй задолго до этого на случай поражения, вступил в силу. Это был не план победы, а план спасения наследия – проект SAFE, состоявший из 4 независимых модулей. Первым был проект Эмбер. Его куратором должна была стать Эден, но она передала эту миссию юной Хуа. Цель проекта – сохранить знания, технологии и культуру прошлой эры, чтобы ускорить развитие новой цивилизации.
Хуа предстояло стать бессмертным стражем, который пронесет искру знаний сквозь тьму тысячелетий. Проект «Ковчег» был создан для Космо. Высокотехнологичный корабль с генофондом Земли должен был отправиться в космос, чтобы переждать конец света. Для его зверя Вишну это была возможность бесконечного развития, но для самого Космо – предательство. Он мечтал стать героем, а видел в этом лишь дезертирство. Его мучительные сомнения заметила юная Грисео. Не желая видеть, как ее друг страдает, она сделала выбор за него. Втайне от него она обратилась к Вилви и в итоге сама стала хранительницей Ковчега. Самый юный охотник отправилась в одинокое путешествие к звездам. Космо так и не узнал, кто изменил его судьбу, оставшись на Земле, чтобы сражаться. Проект Валука возглавил Су. С помощью второго божественного ключа ему предстояло погрузиться в вечное наблюдение за иными мирами. Его миссия – найти в их опыте способ победить Ханкай. И, наконец, проект Стигма – самый жестокий и самый надежный план, исполнителем которого стал Кевин. Его суть заключалась в принудительной эволюции через стигматы – особые гены, дающие устойчивость к Ханкаю. Эти гены были имплантированы женщинам-носителям, чтобы в будущем, через наследование, их потомки смогли управлять энергией Ханкая и обрели устойчивость. Идея принадлежала Мёбиус, создавшей первый прототип, но основной разработкой руководила доктор Мэй. Проект пережил 15 правок. Его финальная 16-я версия предполагала, что те, кто не сможет пробудить стигмату, будут погружены в общий сон, а их сознания станут частью единой сети. Проект Стигма предполагал огромные жертвы. Большинство человечества должно было погибнуть. Но выжившие стали бы новой расой, неуязвимой для Ханкая. Изначально эту миссию доверили Су. Но Кевин добровольно взял это бремя на себя, не желая, чтобы его лучший друг нес такую ношу. В этом решении проявилась и другая его суть. Кевин был не просто защитником Мэй, он был ее тенью. Его воля следовала за ее гением, его сила служила ее целям. Он осознавал это, и она тоже. Зная о грядущем откате времени коконом, мотыльки запустили проект «Святилище». Его суть была проста. Чтобы пережить перезагрузку, нужно было отделить пространство от привычного измерения. С этой целью были созданы подземные комплексы, изолированные от внешнего мира. Внутри них Вилви установила криокапсулы, созданные из ядра пятого Хершера. В этих капсулах остатки человечества и погрузятся в 50-тысячелетний сон, чтобы однажды проснуться в новом мире. Жертва Элизии оставила после себя не только надежду. Она указала мотылькам путь – мнимый канал, ведущий прямо к кокону конца. Ученые увидели в этом возможность наложить на него цепи. План был дерзким. В момент пришествия финального Хершера необходимо было снова открыть этот канал. Через него и Прометей должен проникнуть на мнимую сторону, став троянским конем. Это проникновение вызовет рождение совокупности бесчисленных параллельных сознаний, частью которой станет и сам Прометей. Так родится сущность, которая ограничит кокон, заперев его в предсказуемый цикл. В будущем люди новой эры, столкнувшись с ней, назовут эту сущность волей Ханкая. Ее главная задача – контролировать паттерн возникновения Хершеров. В новой эре они будут иметь те же силы и появляться в том же количестве. Кроме того, в плане был предусмотрен черный ход. На Луне оставили точку доступа. Это было сделано для того, чтобы однажды Кевин смог активировать ее и перенять часть силы конца, став тем, кто попытается противостоять кокону. Однако миссия по открытию канала была самоубийственной, и ее исполнителем стала Пардофелис. Она не была ни героем, ни гением. Простая воровка из закатной аллеи, она ценила собственную жизнь, солнечный свет и тепло котов. Ее удача была легендарной, а умение выживать – непревзойденным. Но она также была охотником за пламенем. Слабейшая из 13, она несла в себе их общую гордость. И когда ее товарищи один за другим жертвовали собой, она не могла остаться в стороне. Вопреки страху, Пардо нашла в себе храбрость сделать шаг навстречу смерти. Перед финальной битвой на Луне каждый из охотников взял с собой то, что было ему по-настоящему дорого. Пардофелис закопала свои сокровища – коробку с безделушками, хранящую память о ее вольной жизни. Кальпас взял в бой 10-й божественный ключ, выкованный из ядра Эмиля, чтобы сражаться бок о бок с другом до самого конца. А Космо взял с собой губную гармошку – последний подарок от дистопии. Эти предметы были не просто вещами. Это были символы их утрат, их надежд и их человечности, которую они несли в свой последний бой.
Настал час последней битвы. На Луне явился 14-й финальный Хершер. Против него вышли 8 охотников за пламенем во главе с Кевином. Это был их последний бой. Бой не за победу, а за время. План был отчаянным – сдерживать Хершера, пока самое мощное оружие человечества – Селена не выйдет на орбиту. За ее штурвалом находилась Вилви. Сама технология Селены позволяла преобразовывать энергию Ханкая, что должно было лишить врага силы. Но мощь финального Хершера превосходила все расчеты. За первые 5 минут боя пали двое – Космо и Кальпас. Даже Кевин, сильнейший из воинов, не мог нанести врагу серьезного урона. Надежда угасала. Селена нанесла удар, но лишь незначительно ослабила врага. Тогда доктор Мэй отдала последний приказ – перегрузить реакторы Селена на 200%. Это была самоубийственная атака. Оружие было уничтожено. Вместе с ним погибла и Вилви. Но ее жертва создала для Кевина единственную возможность. В один единственный удар он вложил все – свою силу, свою ярость и всю горечь потерь. Но удар Кевина лишь оглушил Хершера, всего на 12 часов. Селена была уничтожена, охотники обескровлены, битва была проиграна. Однако в этом поражении были одержаны и другие невидимые победы. Миссия Пардофелис увенчалась успехом. Она открыла канал к Кокону, и Прометей успела внедрить свой троян, создав волю Ханкая. Перед отступлением Кевин подошел к телу павшего товарища и поднял его. «По крайней мере, он должен был хотя бы умереть стоя», – произнес он. Охотники покинули Луну. Их эпоха подошла к концу. Пока на Луне решалась судьба мира, на Земле остатки человечества приступили к исполнению проекта «Святилище», уходя в криосон в подземных убежищах. В это же время на Земле доктор Мэй доживала свои последние мгновения. Годы работы и заражения Ханкаем истощили ее тело. Лишь лекарства Су позволяли ей продержаться. Она передала ему 2 письма. Одно для него самого, другое для Кевина. Мэй взяла с Су обещание. Он должен всегда оставаться рядом с Кевином и не позволять ему свернуть с выбранного пути. Но если однажды это все же произойдет, Су обязан будет исполнить ее последнюю просьбу – активировать проект «Регулятор» и остановить Кевина любой ценой. Вернувшись на опустевшую Землю, Кевин нашел Мэй. Она лежала бездыханной у командного терминала. Даже на пороге смерти она продолжала работать, исполняя свой долг до последнего удара сердца. ごめんね、ケビン。病気は治ったから、あなたが月から戻ってきたら、ずっと一緒にいられるって言ったけど、あなたはその度に、私が嘘をついていると知りながらも、私を信じてくれていたのね。В тот момент его ледяная броня дала трещину. Он был готов последовать за ней, но его остановил тихий плач. Мэй оставила ему их общее наследие, их последнюю надежду. Сына Адама, рожденного в лаборатории из их общих генов. Взяв ребенка на руки, Кевин дал клятву себе и всему погибшему миру. Человечество победит Ханкай, во что бы то ни стало. Выжившие охотники прощались с миром, каждый по-своему. Эден отказалась от криосна. Она была величайшей дивой, голосом и символом своей золотой эры. Ее песни принадлежали этому времени, этой цивилизации. Перенести их в новый, чужой мир было бы предательством по отношению к тем, для кого она пела. Поэтому она ушла в выжженную пустыню.
чтобы спеть свою последнюю песню умирающей планете и своей лучшей подруге Элизии. Остаться верной своей эпохе до самого конца. Погибнуть вместе с ней. Парадокс Мёбиус. В своей погоне за бессмертием она сама выбрала смерть. Ее дар регенерации стал проклятием. Каждое воскрешение было регрессией, откатом к небытию. Сомнения в смысле этой гонки, усиленные смертью Элизии, уже терзали ее. Но для той, кто посвятила себя бесконечности, смерть стала последней неизведанной возможностью. Актом высшей воли, где бессмертное обнимает небытие. Однако же ирония судьбы была в том, что этот выбор был частично срежиссирован. Во время последней синхронизации памяти ее симуляция из Элизиума уловила эту усталость и подтолкнула к краю пропасти. Змея поглотила свой хвост. После жертвы Элизии нити судьбы для Апонии исчезли. И в этой тишине родился главный вопрос. Разорвала ли Элизия оковы рока, или она сама ослепла? Чтобы найти ответ и исполнить обещание данной подруге, Апония слила свой разум с Элизиумом. Этот акт стал ее последним служением, вечным хранением памяти об охотниках и ожиданием преемника. Теперь, став стражем их истории, она будет ждать нового Хершера, чье появление станет ее истиной, доказательством триумфа Элизии или свидетельством собственного бессилия. Из 13 охотников выжили 4. Грисео отправилась к звездам на борту Ковчега. Остальные, Кевин, Хуа и Су, погрузились в Криосон. Им предстояли 50 тысяч лет сна, чтобы однажды пробудиться в новом мире. Их война не была окончена. Финальный Хершер завершил свою задачу. Прошлая эпоха погибла, но ее семена уже были посеяны в новом мире. Спустя тысячелетия человечество медленно возрождалось. Когда Ханкай вновь угрожал миру, в деревнях и городах рождалась легенда о беловолосом воине, что называл себя Каслана. Он стал символом надежды для нового мира. 崩壊。この文明とともに誕生した意志は文明を破壊することを最終目標とする。どれほどの年月、どれほどの時代が過ぎたとしても、崩壊は常に暗闇で人類の文明を狙ってきた。それは僕たちの故郷を奪い、僕たちの愛するものを奪い、僕たちが送るはずだった平和な日常を奪った。僕は彼女に、人々に約束をした。どれほどの対価を払おうとも、人類と崩壊の戦いを必ず勝利に導くと。俺はこのベルト、人類を代表してお前に挑む。祖先の羽、第一定格出力、大巨剣心、天下制裁、力を解き放て。最愛の人を守るために俺は喜んで命を捧げる。ごめんなさい、ジグフリート。一緒に帰れそうにないわ。黒煙白化、清潔解放。崩壊が通った土地は満身創痍。死を蔓延させる余人の他に何も残らない。しかしこの果てしない余人の中で新たな芽が密かに成長している。これが私たちの物語。遠い昔から始まった。誰であろうとも彼女を救う道は邪魔させない。ほんと、あと一杯飲みたかったわ。顔を上げなさい。あんたは前に進むのよ。行きましょう、全部。ゼール、今前に行きます。完璧じゃない世界。
あなたを助けることが罪。その罪は私が背負う。На этом завершается первая часть истории 13 охотников за пламенем. В следующей главе мы узнаем о судьбе выживших в новом мире, и вместе с Райден Мэй, Хершером новой эпохи, отправимся в глубины Элизиума, чтобы раскрыть его последние тайны. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и не забудьте посмотреть другие ролики по подсказкам на экране. Поддержать же выход новых выпусков можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.